Дорогие друзья, всем привет! С вами новая серия подкаста «Чай с молоком». И сегодня с вами в студии я, Жибек Сиитова. И Гаухар Жакимова. Гохар, как у тебя дела сегодня? У меня все отлично, день прекрасный, утро шикарное, птички поют, поэтому Рас- все хорошо. Как у тебя? расскажи, откуда ты сегодня пишешься. Сегодня я пишусь из Милана. Я буквально меньше суток назад вернулась из Вены, из Австрии. У нас был очередной Курултай, посвященный всем ассоциациям из Европы. Поэтому с корабля на бал, не знаю. Супер. Супер. У меня тоже настроение хорошее, я нахожусь в Алмате. У меня скоро большой продюсерский проект здесь, и здесь очень-очень теплый ноябрь. Вот мы записываемся в конце ноября. А, Как мы говорили в предыдущих выпусках, мы сначала коснулись многих тем немножечко широко, и потихонечку мы будем, наверное, развивать каждую из них. И сегодня мы хотели затронуть тему окружения, друзей и вообще как при переезде, до него, возможно, или во время, или, возможно, когда вы переезжаете внутри страны еще раз, потому что у меня был опыт переезжать много раз во время в Италии. И мы сегодня поговорим про то, как искать своих, своих людей. Вот, Галхар, у тебя, ты общаешься больше с итальянцами или с казахами, или как у тебя вообще строятся вот эти вот все социальные связи? Если сейчас подумать, конечно же, я, наверное, скажу, что у меня больше окружение из казахстанцев. Можно сказать, обобщенное СНГ, но все же, конечно же, честно говоря, это наши в основном казахстанцы. Наверное, это все же связано из-за того, что я состою в ассоциации и очень много мероприятий для наших также студентов, но туда и приходят другие представители стран. Поэтому все же, конечно же, есть иностранцы, итальянцы, если говорить вот про Италию конкретно. Но когда я училась в Словении, вот в Словакии жила немножко, в Турции, там, конечно же, 100% было больше, даже не больше, львиная доля, это вот были иностранцы. Там было очень мало ребят из СНГ, и в любом случае я была все равно рада пообщаться, познакомиться с другими ребятами. Очень было много международных студентов. И я даже иногда шучу, то, что за мой бакалавриат в Италии и за мой обмен Exchange Mobility в Словении я познакомилась с наибольшим количеством международных студентов за вот полгода в Мгм. Словении. Вот. Вот такой, получается, исход. Но в любом случае было очень здорово. У меня есть ощущение, что из-за того, что я часто переезжала внутри Италии, то есть я приехала сначала в центральную Италию, в город Пейзеро, потом я уехала в консерваторию, находясь в том же регионе, в центральном, потом я вернулась в Пейзеро, потом был ковид, потом я уехала под Милан, теперь я живу над Миланом, в общем, на Комо, в общем, меня достаточно сильно помотало так по Италии. Разброс такой большой, я от севера, точнее, от центра к северу двигалась так достаточно много. Плюс я постоянно в разъездах, и в принципе у меня есть такое ощущение, что из-за этого какие-то социальные связи, конечно же, терялись. Вот. То есть я при переезде явно теряла большинство знакомых друзей. А еще у меня есть странное ощущение, что мой мир друзей, знакомых, он делится на два. И, как я говорила в предыдущих выпусках, я занимаюсь музыкой, я оперная певица, и у меня есть два типа друзей. Это друзья-музыканты и друзья не музыканты, или друзья-музыканты и нормальные люди. Вот, так что, и удивительно, но общение с этими двумя группами абсолютно отличается. И у меня есть такое ощущение, что, наверное, я в этих разных группах людей, или там даже на один с человеком, мне кажется, что я совсем разная. И это вот я сейчас как бы рефлексирую, сижу, и, конечно же, здорово, когда у меня однажды был такой момент, что я на прослушивании встретила девочку из Казахстана, точнее, в России родилась и выросла, но она казашка. И мы что-то как-то сразу прям почувствовали друг в друге родственные души, пошли потом кофе попили. И это всегда приятный момент, согласись, узнавания своих или там русскоговорящих, или даже казахов в, ну, вот, в стране миграции. То есть это всегда такой, о, прикольно, это тоже там. Ну, как будто бы считывание радаром своих и не своих. И с другой стороны, я заметила, что у меня это со временем уменьшилось. То есть я как будто перестала делить людей на, ну, да, как бы те, кто, как это говорится, от and start, да, земляки и Мгм. все остальные. И скорее сейчас, уже будучи 9-10 год уже в Италии,
важнее, как будто бы... Это опять сейчас я задаю какую-то очень широкую тему, мне кажется, можно это еще насчет, это обсудить. И мне кажется, что сейчас для меня важнее просто как бы свои, не свои люди. Не важно, откуда они пришли, откуда они приехали, и вообще какой у них cultural code и mental background. То есть как будто бы сейчас мне даже не так важно, откуда человек. Вот. Ну, прикольно, конечно, если мы оба знаем, что такое мультик Простоквашино и едим квашеную капусту. Это, конечно, прикольно. Вот. Ну-ну-ну. Так что... Ну, если честно, я согласна, да. Мне кажется, это важнее, откуда, насколько ты вообще чувствуешь связь с этим человеком, вне зависимости, откуда родом этот человек. Я, если честно, э, иногда, когда я просто знакомлюсь здесь, да, точнее, не иногда, всегда, когда я знакомлюсь здесь с ребятами из Казахстана, когда в основном говорят то, что это астанинцы, алматинцы, это, наверное, основные два лагеря, затем уже идут западные ребята, Актюбе, Ахтау, Атрау, и в редких случаях это север, я тоже из севера, это Кокшетау, Павлодар, Костанай, Петропавловск. Аслу, наверное, не будем считать за север, потому что, ну, это, конечно, на севере, но это как отдельный уже лагерь. И очень мало ребят из Востока. И когда вот я встречаю ребят из Востока, из Севера, у меня сразу такой интерес, ой, а как у вас там и так далее. Я просто люблю туризм в Казахстане. Я сама ездила специально в Павлодар, Петропавловск, Бактубе, Уральск. На восток, к сожалению, у меня еще не Круто. получилось, не Мгм. дотянулись руки. В этом году, в августе, я специально ездила с папой вдвоем в преддверии М. его дня рождения. Мы поехали на юг. Я никогда не была в Шымкенте. Мы поехали в Туркестан, М. посмотрели все достопримечательности. Оттуда мы поехали еще южнее, в Узбекистан, Ташкент, Самарканд, и в Кыргызстан, Бишкек, на Иссык-Куль. Обалдеть. Мгм. Да, и это было очень классно. Я наконец-таки посетила все места, которые я хотела, потому что у меня была большое чувство вины от того, что за 10 месяцев на первом году своего обучения я посетила около 10 стран, 15 Италия, городов. блин. Да, да-да-да. И я потом понимаю, что за 17-18 лет своей жизни в Казахстане я не посмотрела, грубо говоря, ни Казахстан, ни другие близлежащие страны. Поэтому я компенсировала, сделала все то, что О, хотела. это очень круто. Это очень круто. А как, ну, у тебя есть ощущение, что, ну, вот мы же, когда, например, когда мы живем, ну, у себя на родине, у себя в стране, мы выбираем людей, друзей, как бы, ну, вот по интересам, там, где-то у нас общие взгляды на что-то. Мы там в общем каком-то контексте находились, там, универ, школа, какие-то кружки, курсы, спорт. Как вообще находят друзей? Да, я, кстати, недавно тоже задумалась над этим вопросом. И как будто бы есть много точек соприкосновения, там похожие взгляды, похожий возраст, что-то еще, похожий, возможно, культурный какой-то бэкграунд. И такое ощущение, как будто когда переезжаешь, пофиг, кто перед тобой, если это казахстанец или русскоязычный парень, ты сразу к нему как будто бы намного более лоялен. И такой: боже, давай общаться, теперь мы лучшие друзья. Ну или не лучшие, а теперь мы все, теперь мы будем общаться. У меня первое время так было. И я прям думаю: "Господи, господи, все, я теперь не одна, у меня теперь есть друзья казахи". Вот, ну или я когда только приехала, было очень много ребят с Армении, с Грузии, вокалистов именно. И из России. И я вот, тусила с этими ребятами. И тоже они были просто как родные души, потому что хотя бы мы шерили один язык. Вот. И, и такое ощущение, как будто достаточно того, что у вас есть контекст иммиграции между вами. И можно обсудить, там, не знаю, как квестура плохо работает, где найти там какие-то продукты. И вот на этом, как ты думаешь, в принципе, достаточно этого? Или мне вот есть ощущение, что первый, когда excitement проходит, такой типа: "О боже, мы теперь можем обсудить там какие-то", особенно если мы примерно одинаковое время назад приехали. А потом как будто бы начинается, когда все вот эти вот темы прошли, знаешь, когда ты уже обсудил, квестуру и обсудил, не знаю, там, что круассан и капучино тебе не нравится, такой завтрак, ну, это я свои боли говорю, да. Или что, я не знаю, поезда постоянно опаздывают, и потом как будто бы уже не остается чего-то, а, что вас связывает или что вас, могло бы дальше, или если вы сами этого не построите. Вот.
что-то как-то я замутила, да? Нет, я поняла очень хорошо. Мне кажется, это Мгм. знакомая ситуация, потому что реально, когда одинаковый бэкграунд в том плане, что ты приехал в какую-то страну, и ты можешь поделиться вот своим экспириенсом, снова же вот ВНЖ, про жилье, возможно, какие-то проблемы. Мне кажется, да, вот этому обычно строятся начальные разговоры, а затем, я даже знаю, у нас есть шутка между ребятами, с которыми я здесь хорошо дружу, то, что иногда, когда нет тем, ты просто начинаешь: а почему ты поступил в Италию? Да-да-да-да-да. Да, вот в этом плане. Но это такая очень заезженная тема, но на самом деле это тоже важный, наверное, этап, почему ты решил сюда переехать, Ну вот ты почему почему учеба решила? здесь. Давай еще раз проговорим, почему ты решила переехать в Италию? Мгм. Ну, если, конечно, говорить именно в академическом плане, то я хотела здесь проучиться, бакалавриат, магистратура. Сейчас я учусь на магистратуре в Миланском университете. И, наверное, самое главное, почему, в принципе, Италия и Милан, из-за стипендий, из-за финансовых возможностей. Я из Купчита, у нас среднестатистическая семья, у меня двое старших братьев, они оба проучились на гранте, поэтому я тоже знала, что я хочу обучиться на бесплатной основе. Плюс я училась с отличием, закончила школу, очень много всего достигла в школьные времена и по национальным дебатам, турниры, и там другие конкурсы, научные проекты. И я никогда не хотела не то чтобы обременять родителей платой за учебу, но как бы это было бы очень хорошее Мгм. преимущество, если у тебя бесплатное обучение. Я когда рассматривала обучение за рубежом, я только смотрела те страны, где можно обучаться за бесплатно, грубо говоря. Мгм. И Мгм. вот поэтому я выбрала Милан, Италию, то, что здесь стипендия DSU. И в итоге, да, вот так вот сошлось то, что конкретно Милан, потому что там были другие города еще, Римский Мгм. университет, Венецианский и так далее. То есть, если говорить кратко, наверное, вот так вот все произошло. Мгм. И, в принципе, это может быть уже базой для какого-то общения, да, то есть если люди, в принципе, говорят, ой, я тоже, и вот это мне тоже было важно, и вот мы с тобой пришли к тому, что а, какие-то социальные связи, давай назовем это дружбой, да, основываются на ценностях. То есть, ну, понимаешь, да, что если ты сейчас бы встретила человека, там, которому вообще пофиг на учебу, на академические достижения, что он пришел просто тусить и кутить, то, наверное, немножечко по базовым ценностям, первичные хотя бы, на первый взгляд, возможно, вы бы друг другу не особо были бы интересны, не особо бы подходили друг другу, вам бы мало было бы о чем поговорить. Вот, то есть как будто бы ам, ценности объединяют людей сильнее, чем социальный или экономический контекст. Хотя, наверное, хуком может быть как раз-таки, знаешь, в этот момент узнавания такой: ты тоже любишь Каза. Ну, типа этого. Или какие-нибудь там в толпе идешь, и там кто-нибудь сказал: ой, ба, и ты такой резко оглянулся и думаешь: о боже. У меня часто бывает такое, что я пересекаюсь в метро с кем-то и долго смотрю и думаю: да, сто пудов казахи. Или где-нибудь в Юникло, или еще где-нибудь. Есть такое. Мне, кстати, очень многие говорили ребята, что 5 ноября, когда был матч Интер-Кайрат, Точно! очень было много казахов, как Да! будто Милан стал казахским городом на Именно! один Я, день. я на следующий день гуляла по центру с подругой, и просто это было просто какой-то, как будто в Алмате ходишь. Именно, да. Мгм. Это очень классно, потому что, к сожалению, меня не было в Милане, и я не застала этот день, этот Мгм. случай. Мгм. Мгм. Вообще, как все прошло? Все классно было? Я не ходила на матч, к сожалению. У А, меня было мероприятие. Нет-нет, я была в Милане после, на следующий день. Такое ощущение, как будто реально казахи из всех регионов как минимум приехали, а еще из соседних стран. Ну, правда, было ощущение, что ты ходишь просто в Алмате. мгм. Такое событие, конечно. Ну, Да. по статистике это был самый такой посещаемый матч там Да, за вот да-да-да. все время. Мгм. Ну да, это такой был proud mama moment. Не говори, не говори. Да, а в целом, у меня есть ощущение, что, ну, вот я пару раз была на мероприятиях, знаешь, которые организовывают, посольство или что-то такое. Вот я на Наурузе однажды была. И вроде бы ты находишься среди как будто своих. Но у меня, не сразу, точнее, поначалу у меня было ощущение, что мне чуть-чуть некомфортно, чуть неуютно. Не помню я, почему сейчас это, но как будто бы мы еще внутри себя не особо стараемся. Я сейчас не говорю за всех, я говорю только за свой экспириенс. Как будто бы мы еще внутри себя, знаешь, ходим и такие, типа:
ой, нет, лучше, ну, как будто мы еще немножечко м, как-то так сверху вниз, что ли, смотрим, или как немножко так Менценбей ходим, как будто бы, типа, ой, ай-яй-яй, как это помнишь, запарили казахи, везде казахи, в Алмате казахи, в Шымкенте казахи, в Дубай казахи, только только в Петропавловске нет. А, В общем, я сейчас пытаюсь мысль развить в ту, что м, как будто бы мы сами, видя своих людей, да, вот, ну, как бы, давай скажем, земляков, не особо идем на контакт первыми, да, или там не особо открываемся, что ли, сразу. Вот. Вот, Нет? кстати, да, это хороший поинт. Особенно, когда, я знаю, было очень много таких случаев, когда мне рассказывали, когда со мной так происходило. Ты ходишь по улице, ты видишь, что идут однозначно 100% либо казахи, либо кыргызы, и мы, наверное, я не знаю, конечно, как стоит поступать, но я бы, наверное, сказала бы там «салем» или что-то вроде этого. Ну, мы просто окидываем друг друга взглядом, и все. Я, конечно, помню, как ты один раз так вот поздоровалась, и было прикольный вопрос, поулыбались, спросили, откуда вы, буквально на минуту смолток был, и все. В твоем случае ты говоришь именно тогда, когда у нас прям есть площадка для знакомства, но мы не открываемся? В таком Ну, плане? да, это тоже. Я, кстати, однажды, да, наверное, когда есть площадка для знакомства, как будто бы немножечко. Сейчас попытаюсь развить. Смотри, когда мы сами выбираем себе друзей, как будто бы это наш собственный выбор. Когда мы приезжаем куда-то, где пока мы еще сложновато сходимся с иностранцами, ну, по разным причинам. Возможно, мы, например, не знаем еще язык достаточно, да, или мы не знаем, как найти подход. Ну, как бы вообще тема поиска друзей во взрослом возрасте, это достаточно актуальный, мне кажется, момент. Потом еще расскажу лайфхаки в конце. Оставайтесь с нами. А, Сейчас скажу. Мне кажется, что когда вас помещают в определенный контекст, где вы как будто бы обязаны общаться, будь то какое-то мероприятие или что-то, как будто бы есть некое сопротивление этому, и как будто бы это немножечко не мой собственный выбор. Возможно, я слишком глубоко копаю, возможно, заморачиваюсь, но как будто бы ты просто общаешься с человеком, потому что он из твоей страны. А по факту у вас не особо-то и что-то общее есть. И ты понимаешь, что встретиться вы в менее стрессовом environment, например, у себя на родине, вы, возможно, не стали бы друзьями. Это я рассматриваю один случай. И другой случай, когда ты думаешь: "Господи, вот надо было полмира проехать, чтобы найти себе подругу или друга так далеко от, например, от места, где мы оба родились или обе родились". И, Господи, как же это круто, что мы там, не знаю, общаемся и развиваем нашу дружбу. Вот у меня есть примеры и те, знаешь, когда, ты, с одной стороны, чувствуешь себя: "Боже, и что, мы будем просто общаться, потому что у нас там РУ одинаковый, да, или наши там родители знакомы, или потому что думаешь: Господи, как круто, что я, ну, там, где-то не постеснялась, подошла или познакомилась, или со мной познакомились, и мы просто общаемся, тусим вместе, у нас очень классное какое-то глубокое, общение". Вот. Ну, то есть, И да. я очень часто тоже думала таким образом. Я встретила девочку из Кукчетау. Мы знали друг друга на самом деле, через рукопожатие слышали, но Мгм. только здесь мы очень хорошо начали общаться. И я тоже говорила: вот надо же было, 2 девочки из Кукчетау приехали в Милан и здесь только начали хорошо дружить. Да. И в таком плане это да, это очень удивительно. Или есть, девочки, с которыми я здесь начала хорошо дружить, до этого никогда о них не знала. Здесь мы впервые познакомились и увиделись впервые в Казахстане, и это так странно выглядело. То есть это странно, ощущалось, когда ты в Казахстане уже, на своей родине, встречаешь тех же людей, которых ты только знал, за границей, в Европе. Это тоже как-то такая Это, какая-то, кстати, да, это очень да, параллельные вселенные столкнулись или что-то вроде этого. абсолютно. Да. А еще мне кажется, что у меня были такие моменты, когда, я очень хорошо общалась с людьми в Казахстане, а потом переехав, и, например, они тоже переехали, или мы просто встретились, и ты такой: "Господи, это вообще другой человек". То есть что-то меняется или в тебе, или в человеке, который тоже переехал. И вообще как будто бы, переезд, он, ну, как-то обнажает тебя. У тебя очень, все самое классное и самое плохое в тебе, мне кажется, в 100 крат просто увеличивается, усиляется.
ты, вот если ты был чуть-чуть там, не знаю, жадным, ты тут становишься прям сильно жадным, там, невероятно. Если ты, не знаю, там был очень там стеснительный, например, у себя где-то, то тут ты становишься просто вообще отшельником. Ну, как бы у меня есть ощущение, что переезд прям меняет тебя, обнажая все твои самые такие сильные стороны и слабые тоже. И это классно, потому что это как бы тоже повод для роста. Но когда ты встречаешь людей, например, из своего прошлого, и они такие: "О боже, ты там", или ты про них думаешь: "Господи, это вообще другой человек". И той базы, которая вас соединяла там когда-то в университете, ее больше нету. Все, до свидания. Вы уже все разные люди. Особенно если вот в твоем возрасте у людей уже появились семьи, затем совсем другие интересы. И иногда можно найти себя в ситуации, где ты думаешь: "Боже, нас больше вообще ничего не связывает". Вот. Это хороший поинт. Я, кстати, не задумывалась о том, что переезд, иммиграция обнажает людей. Это на самом деле так, если сейчас так я подумала. Тоже я заметила, наверное, то, что у каких-то людей что-то ярче выражается в таком контексте. Поэтому, блин, очень классный поинт. А у тебя нет ощущения, что ты сильно поменялась с переездом? Я вот как раз-таки тоже в моменте подумала об этом. Я очень часто, в принципе, об этом думала, и мы даже разговаривали как-то Мгм, с друзьями. И мгм. если честно, я сама считаю, как будто я не очень изменилась Да, мы, в по-моему, это том. уже немножечко поднимали. Мне кажется, это важная тема, чтобы вообще, в принципе, об этом поговорить так достаточно отдельно. Так что да. Мгм. Да-да-да. Вот мне почему-то кажется, что я не совсем изменилась. В том Мгм, плане, что я до переезда, до вот, того, как я сюда переехала на первый курс бакалавриата, я была уже более-менее сформированной личностью, и я уже работала на тот момент. То есть я была достаточно уже сама по себе зрелая, наверное. Мне иногда тоже родственники говорили: "Постарше ребята". То, что вот, если честно, наверное, если так говорить по личности, ты как будто, ну, во время школы тебе как будто не 17 лет, как будто ты старше чувствуешься. И в этом плане, когда я приехала, для меня не было ни проблем с адаптацией, ни проблем с мгм, какими-то, не знаю, бюрократическими моментами. То есть я очень стрессоустойчивая. То есть даже когда мгм, меня чуть мгм. не исключили, мне было Да, нормально. я помню эту историю, да, обалдеть. Да, Мгм. ну как нормально? В принципе, конечно, фоново тревожность была, но я очень спокойно ко всему относилась. Или когда у меня Мгм. паспорт украли, или когда я очень О сильно боже, не болела. напоминай, да. Да, то есть в этом Мгм. плане как бы очень все я в порядке ко всему относилась. И, может быть, я просто сама не ощущаю, но у меня какой-то произошел, да, по-любому, конечно, произошел, просто я не сильно ощущаю какие-то изменения в качестве, точнее, в личности, в плане личности. То есть у меня как-то так ощущается. Наверное, лучше узнать это, у моих, друзей, знакомых, которые меня знают с первого года и вот по нынешний день. Например, как я Мгм. изменилась. В этом плане было бы, наверное, интересно у них узнать. Ну да. А ты как думаешь? Как у Ой, тебя? блин, я тут тоже такой период нахожусь, треть моей жизни, что я, конечно, совсем другой человек, мне кажется. Мгм. Не знаю. Ну, нет, я однозначно, потому что, понимаешь, я еще выбрала такую, вообще от друзей уйдем далеко, ладно. Мне кажется, я еще выбрала такую профессию, которая, ну, очень сильно тебя меняет. Ну, то есть ты м, желание стать артистом на сцене, если у тебя не было до этого какого-то бэкграунда, да, у меня не было музыкального образования, у меня не было никакого бэкграунда, я вот неожиданно, будучи финансистом и маркетологом, захотела стать вот заняться музыкой. И вот это вот желание, оно лежало настолько вне, да, давай как-то терминами популярной психологии рилсов, а, настолько лежало вне комфортной зоны, то есть настолько далеко от того, где я была вот тогда, что, конечно же, трансформация была необходима просто, я не знаю, по всем просто фронтам. Не знаю, умение общаться с людьми, умение находить контакт с собой, умение обучаться, умение ну, как стрессоустойчивость. И потом, знаешь, я очень долго, у меня было ощущение, что сейчас, вот быстро, быстро, быстро что-то сделаю. И, то есть у меня были какие-то спринтовые скорости, знаешь, какие-то в голове были спринтовые расстояния. На самом деле я потом подумала, что обучение этой профессии — это скорее марафон, чем спринт. Вот, ну, как и много в жизни. То есть ничего так вот щас быстро-быстро не получится, и ты только перегоришь. Поэтому давай учиться работать в долгую. Вот, и, конечно, если, наверное,
сейчас взять кого-то, каких-то знакомых из универа. Но мы вот периодически общаемся, и там даже ездим друг к другу. Вот, со многими я рада, что мы сохраняем контакт. Мы недавно с одной девочкой сидели, с моей подругой близкой, и мы посчитали, что мы уже 15 лет дружим. И я такая, о, 15 лет. Вау, половина жизни. 12, 13 или что-то типа этого. Да, то есть это прям дофига. И я такая, господи, господи, я до того возраста доросла, что я могу с кем-то сказать, что я over 10 years, да, то есть я с кем-то в контакте. И вот, кстати, вот это вот тоже, то, что хотела обсудить. А, насколько легко или сложно, о, господи, как будет Монтенер удерживать, Поддерживать, да, ага. удерживать, наверное, связи с друзьями из прошлого, и вообще надо ли? Потому что, например, я приезжаю в Алмату, ну вот к семье, к родителям, ну там раз-два в год, например, да. В один год я ездила 3 раза, в этом году только 1 раз, ну вот среднее. Не так уж Мгм. часто на самом деле. И, ну вот тут люди живут абсолютно своей жизнью. Ну да, мы можем переписываться, да, мы можем там. И я заметила, что первые годы я очень активно со всеми общалась. А потом, кажется, на меня немножко все подзабили, немножечко все махнули рукой, поняли, что я насовсем, не знаю, вернусь или нет. Ну, и как будто бы мне прям резко сократилось общение с бывшими друзьями. А, да и вообще я такая думаю, блин, это же так сложно общаться с кем-то, кого ты не видишь по 6 месяцев. Вот. Ну, это однозначно. У меня тоже всего лишь одна поездка в год. На первом году я на зимних каникулах не полетела, встретила Новый год. Поехала только спустя вот первый курс. До этого возвращалась только дважды, когда вот были прям предлоги большие, причины. У Мгм. меня брат женился впервые, то есть свадьба в семье самая первая. Затем был день рождения, затем я IELTS сдавала. То есть в этом году, например, я не возвращаюсь на зимние каникулы. И, грубо говоря, я тоже буду один раз в году только не знаю, получается, на летних каникулах это в основном август, июль. И в моем плане, мне очень тяжело поддерживать отношения, потому что у меня все одноклассники, они сами еще разъехались. Они Мгм. из Кокшетау переехали в Караганду, в Астану, в Алматы, кто-то в Туркестан переехал, потому что у них учеба там. И Мгм. мне еще вдвойне тяжелее, когда я прилетаю в августе, с учетом того, что, Никого например, нету. никого нету, реально, это так, это так. У меня, например, Ты учеба такая, а заканчивается зачем я в... приехала? Где все? Вот, я иногда чувствую, как будто за 4 года, ну, на самом деле так и есть, Кокшетау очень изменился, очень много ребят новых, но обычно, когда я выходила на улицу, я сразу миллиард своих знакомых встречаю, со всеми М. пообщаюсь, small talk небольшой, а сейчас я выхожу, я могу увидеть знакомых только мугалимдер со школы учителей, и просто каких-то родственников. А так, чтобы Мгм. друзей-друзей, многие уже сами перекочевали кто куда. И в Мгм. этом плане немного грустно, но когда я возвращаюсь в Кокшетау, все же у меня большая ностальгия. Потому что и моя школа, моя семья, то место, где я провела свое детство. Но на самом деле я не только в Кокшетау жила, я еще жила в Степногорске, жила в Мгм. селах, Зелендат, Талшик, не знаю, если кто-то знает из севера. Вот. Ну и в Астане я тоже Конечно, провожу Магида. много времени. Мгм. Да, поэтому как-то в моем плане немножко сложно. Мы просто в основном переписываемся и, грубо говоря, проводим встречи выпускников, хотя мы только буквально три, Вот, я три года хотела назад. спросить, делаете ли вы такое, да? Да, обязательно. Я, знаешь, мне кажется, из того, что я единственная, кто учится за рубежом, я такая самая вдохновленная встречей. И даже самый первый год, мы закончили буквально год назад, грубо говоря, в 2023, я вернулась с первого курса, я сразу говорю ребятам за 3 месяца, вот, я прилетаю в июле, давайте обязательно встретимся. Я, грубо говоря, писала всем лично, вот, вы же свободны, вы же готовы, да? И потом они на встрече говорят, Галхар, наверное, тебе прям сильно, да, ты прям Тебе это скучала очень приперло, сильно. да. Да, да-да-да. А есть ребята, которые все А, еще а вы друг друга Кокшетау. даже еще не забыли, а ты уже это, да? Вот, вот, вот. А некоторые ребята все еще Кокшетау, они друг друга видели, они каждый день перед школой Да. проходили. И они говорят, ну, если честно, как-то мы еще не успели соскучиться. А Ну у меня да, сильно конечно. ощущалось, да. И мы каждый год встречаемся, если честно. Вот в Ой, 2023, 2024, серьезно? 2025. Обалдеть. Каждый раз мы ходим в школу. Мы вот на 1 сентября ходила в школу, наши одноклассники ходили. А Господи, это Когда классно. зимой я возвращалась на каникулы, я тоже зимой ходила. Ну, нас все учителя все помнят, любят.
мне очень нравится школа. Я бы Я хотела очень даже в школе надеюсь, поучиться снова. я очень надеюсь, что вы как-то это сохраните, и это будет поддерживаться не только тобой, а вообще многими людьми, потому что мы э, вообще ни разу не встречались, и мы как-то так точечно, может быть, кто-то общается, но я очень мало с кем. Я больше с универа общаюсь, но, ну, как бы и времени больше у меня прошло, поэтому это очень круто, что вы так поддерживаете. Кстати, я хочу поделиться большой болью. Я в Алмате, я закончила 56-ю школу, я проучилась там все 11 лет на Фурманова напротив Моронки. И, мою школу просто разбомбили сейчас, вообще и там как бы это называется ремонт, но это по факту разбомбёжка просто. И ее как-то очень некрасиво снесли, и там был очень красивый фасад, такой, знаешь, знаковый и узнаваемый. И его сейчас нет. И я прошла недавно, и мне, знаешь, прям как будто в холодную воду окунули, потому что этот фасад был как бы, ну, очень узнаваемый такой, и сейчас его нету. И это было очень, ну, как бы некомфортно, конечно, вот, так что грустненько. Вот. У нас, кстати, тоже. У нас большой ремонт произошел. Это обычно так происходит, да, когда мы заканчиваем школу, и там прям, не знаю, какие-то супер изменения. Ну И да. вот я проходила мимо школы в этом году, и там очень сильно его изменили. И снаружи, и внутри большие изменения, большая ремонтная работа произошла. Ну да, это здорово, если ремонт еще такой какой-то немножечко с уважением. Как будто мы сейчас не совсем про ремонт говорим и не совсем про школу. Мне кажется, что мы что-то поглубже говорим. Это да, кстати, метафорически, возможно, сейчас. Да. Да и вообще, наверное, вот это вот поддержание связей дружеских, оно не только про людей. Это же еще все-таки про поддержание связи ну, с твоей прошлой жизнью, с тем, кем ты был раньше, потому что мы же все равно меняемся, ну, как мы вот говорили. И будет, наверное, классно, если ты скажешь: "Да, мы все равно общаемся, и мы все так дружим". Ну, потому что, мне кажется, что если люди не меняются, то это проблема. Ну, если они как бы не растут, не развиваются, что-то в жизни не происходит, то, наверное, это как-то очень. Ну, вот представь себе 50-летнего человека, который все еще зациклен на школьных воспоминаниях. Ну, согласись, что это немножечко странно? И немножечко так как ты думаешь сразу: "Ой, наверное, ну, что-то происходит". И, меня всегда восхищают люди, которые дружат, например, долго, уже потом семьями, и там переезды их не разделяют, и что-то такое. В общем, как-то, ам, меня всегда восхищают люди, которые долго дружат и растут вместе. Это прям, наверное, я бы хотела в своей жизни иметь таких друзей, которые, ам, ну вот, с которыми мы могли сказать: "Мы прожгли огонь, воду и медные трубы". Вот. Так что как-то так. И, возможно, они правда будут из Италии или в какой бы я стране ни жила. Вот. Кстати, сори, я не перебила тебя? Нет, нет, нет. Окей, хорошо. Я хотела тоже узнать вопрос насчет ФОМО, если ты ощущаешь его. М. Ну, наверное, многие ощущают ФОМО, конкретно, когда ты находишься в одной стране, но твои все знакомые, друзья, родственники, они в нашем случае в Казахстане, и ты, например, не посещаешь большие наши тои, свадьбы, какие-то Ой, да, празднования. конечно, конечно. Я ну, это капец вообще. Все тусуются, там фоткают без фарвака, ты такая сидишь на блин, в поезде в этом, который in ретардо. Да, конечно, есть фома. Ну, как бы тоже привыкаешь, наверное, к этому. Ну, вот на какие-то большие, я вот в этот раз я прилетела, почему я в Алмате, потому что у моей двоюродной сестры был той, и свадьба была. И это один из первых тоев, который я посетила за эти годы, ну, по-моему, второй. И я очень рада, что я смогла прилететь, и что я прилетела, и что там всё сложилось. Потому что, да, конечно, у меня там племянники уже подросли, и все такие как-то поменялись, и было о чем поговорить. Ам, да, наверно, сам той не был бы большей причиной, но скорее вот пообщаться с кем-то. Ну, как я часто встречаю такие моменты, что, сразу сразу могут быть какие-то вопросы, ты еще даже не наладил контакт с человеком, сразу какие-то: "Ну что, а как там Италия? И что ты уже замуж выходишь? И когда у тебя карьера? И что, и что?" Это же и ты такой: у тебя cultural шок обратный". И ты такой: "Да подождите, господи, сейчас я немножко адаптируюсь".
И вот, кстати, cultural шок обратный — это тоже, вещь. То есть я сейчас понимаю, что я приезжаю в Казахстан, у меня обратный cultural шок в Казахстане. Сейчас я через месяц вернусь, потому что я обычно в Казахстан приезжаю надолго. То есть я вот сейчас месяц, даже полтора тут буду. Обратно я приеду в Италию, у меня обратно там будет культурный шок. Я это понимаю, принимаю, как бы. То есть это случается часто. А фомо, да. Фомо, причем у меня, блин, в Италии фомо, когда я, что в Казахстане что-то происходит. Сейчас я сижу в Казахстане, у меня фомо, что я все рождественские рынки там в Италии пропускаю и всю красоту. Ой, Точно. да, блин, в общем, всегда оно будет. Ты сидишь в фомо и думаешь, блин, а в Америке Burning Man происходит, а я тут сижу. Или там, о боже, а там что-то еще крутое происходит. Да, всегда оно будет, ты не можешь. Это да, это я согласна. Да, у меня был период, когда я со своей высокой энергией везде пыталась успеть. Я потом очень долго восстанавливалась, потому что я себе в какой-то момент сказала: "Так, стоп". Я, даже если у меня невероятно высокий уровень энергии, где-то должна я сказать "нет". Поэтому вот что-то под это попадает, но приходится выбирать. Вот. Я всегда тоже хотела быть вот как есть ведь фильм "Все везде и сразу". Понимаю, да. В школе Особенно я когда. я была такой, да, буквально. Мгм. Я буквально все делала. Да и сейчас, наверное, я стараюсь. То есть у меня буквально там, не знаю, полчаса это, полчаса другое, чтобы где-то что-то успеть, просто появиться, посмотреть там что-то такое. Мгм. А насчет FOMO я просто почему вспомнила насчет этого. Сегодня день рождения моего родного старшего брата. О, поздравляю. Мгм. Спасибо большое. И вот буквально сегодня я его поздравляла с 28-летием по видеозвонку. Ну, по Мгм. их времени это было полночь, 12:00, а по нашему времени это было 8 вечера. Это так Мгм. странно, в 8 вечера звонишь, Да-да-да. поздравляешь его. Просто обычно, конечно, мы всегда празднуем дни рождения до этого, конечно, до моего переезда, мы всегда все вместе праздновали. И сейчас из-за того, что, например, мы живем все за границей, все дни рождения моей семьи, они приходятся на тот момент, когда я за границей. То есть это вот я М. уже пропустила день рождения своего первого брата, ему 30 лет исполнилось, кстати, юбилей. Поздравляю тоже, Это да. было в Мгм. сентябре. Потом Жиндешки, это жена моего брата, ей тоже исполнилось в ноябре. Вот сейчас снова в ноябре у моего брата. Слава богу, я вот с папой я отметила в августе, поехали вот мы в трип наш тур, и с мамой в январе, Очень когда я была классно. на зимних каникулах. Поэтому в этом плане, да, то, что ты вот так вот пропускаешь дни рождения. Затем вот тоже недавно у меня родилась моя двоюродная племяшка, наверное, у двоюродной Мгм. сестры Мгм. родилась дочка. Вот, тоже я пропустила, они в Астану ездили, праздновали. Но если не говорить касательно родственников, то у меня немножко фома в том плане, что, например, в Казахстане я каждый раз отслеживаю, есть такие-то классные мероприятия. Особенно касательно международных отношений. Там Мгм. какой-то тот же самый Digital Bridge. Это, конечно, не касательно прям международных отношений, но это очень классное было мероприятие. И я работаю в IT-школе, которая как раз-таки резидент Астана Хаба. Я очень хотела его посетить, Мгм. но в Мгм. итоге, ну, конечно же, из-за того, что я здесь в Италии, как-то я просто смотрела онлайн. Я восхищалась онлайн. Если была бы этого на месте, было бы, наверное, в 100 раз лучше. Конечно, да. Мгм. Да, то есть мне не хватает вот этих вот мероприятий. Поэтому мероприятия мы организовываем здесь, в Поэтому мы Аксе. их делаем, да-да-да-да-да. Да. Да, мне тоже, конечно. Мы, конечно, все сейчас переместились в онлайн, и, слава богу, у нас есть там скайп, точнее, сейчас скайпа нет, зум, там, не знаю, WhatsApp, все остальное, Telegram, чтобы видеть своих друзей, своих родных, и вообще это как бы, слава богу. Ну, конечно, тактильности, живого контакта не хватает. И не уверена, что, ам, я вот щас сижу и думаю, вот будучи я была бы я в Казахстане, ходила бы я на все дни рождения, на все свадьбы, на все, ну, наверно, да. Ну, тоже как-то, возможно, это какая-то иллюзия, что будь я сейчас там, я бы на все дни рождения ходила, и на все там праздники и все. Да нет, по факту, возможно, это немножечко просто болезненно ощущается, когда ты там, а тут у людей что-то происходит, у близких. И, ну, в плане того, что ты такой думаешь: "Господи, я ни в чем не участвую". По факту, может, ты и не участвовал бы, будучи здесь. Ну, или не так уж прям участвовал. Господи, это день рождения моего пятиюродного брата. Вот мы бы сейчас с ним затусили. Да нифига мы не тусили бы вы. Вот, так что да. Хотела сейчас рассказать в конце об одном лайфхаке, который мне лично помог просто невероятно. Есть, ну, как бы
я м, поднимаю тот же самый вопрос, как искать друзей в зрелом возрасте, и еще и в эмиграции, да, вот в другой стране. А, я достаточно давно проходила, курс по "Инстаграму", как, ну, как я бренд-менеджер, и поэтому иногда освежаю свои знания. И есть такой блогер, которая сделала, приложение для поиска подруг. Это сейчас не реклама, я сама купила подписку, я сама там, я одна из первых зарегалась, потому что она прислала тем, кто не учился, тестовый какой-то там, доступ, что-то, что-то. А, приложение называется Френда, как friend, только "а" на конце. И я нашла там себе потрясающих, невероятных подруг в Монте. Мы уже съездили отдыхать, мы общаемся каждый день. Мы просто, я не знаю, I'm so blessed, и я невероятно счастлива. Это было вообще просто, говорю, на пустом месте. Просто пошли кофе попить, и все. И мы уже поняли, что мы похожи, что мы девочки из России, одна из России, одна из Казахстана, и мы просто, я не знаю, у меня таких друзей, которые еще близко живут, вот за все годы Италии мне так сейчас хорошо благодаря этому. Поэтому, если вам грустно или еще что-то, вы можете зарегистрироваться. Или, по-моему, еще в Bumble есть, приложение Bumble, там есть не только dating app, это еще и вот можно на кофе зарегиться. Если вам кажется, что это кринж и это тупо, мне тоже так кажется. Но, а, да, но я, короче, залезла туда, я поискала и нашла себе невероятных двух красивых, потрясающих, умных, ярких девушек-подруг. И вот я просто не представляю, как я раньше жила. И, и вот. Да, это кринж, переступите через себя, и, возможно, вам будет интересно. Вот. Don't hesitate, любой способ найти своих людей хороший. И Кстати, я никогда не пользовалась такими приложениями. Это очень интересно. тоже, я попробовала их весной, вот, полгода назад. И вот, пожалуйста, я просто засунула туда руку и вытащила золотую рыбку. Правда, просто невероятно счастлива, потому что так сложилось. Вот. Так что мой опыт самый-самый позитивнейший, и, а, можно найти себе, не знаю, там, подругу, с ней ходить на какие. Причем, понимаете, у нас ведь у всех разные интересы. Кто-то любит фильмы ужастики, а кто-то любит сидеть и крестиком вышивать. А кто-то любит, не знаю, там, ездить в Гардаленд или ездить, не знаю, там, на аттракционы. И как мне кажется, что не обязательно иметь какой-то круг людей, с которыми ты делаешь все. Вот как мне кажется, можно иметь, например, у меня есть друзья, с которыми я хожу в театр. У меня есть друзья, с которыми я езжу на природу. У меня есть знакомые, с кем я вот занимаюсь вот этим вот, да, или там, кто любит готовить, или там, и, вот, в общем, по разделению интересов. И мне не кажется, что можно все в одну корзину закинуть, и тогда это будет типа вот лучше, лучше, лучший друг. Да нифига, блин. А, ну, то есть не обязательно. И, и так здорово, что можно, например, найти себе друзей спецификally для хайкинга, к примеру. Вот прям написать, что я хочу в горы начать ходить. Есть кто-нибудь, кому можно примкнуть, знаешь, там, и вот. То есть я не стесняюсь как будто бы писать, что типа, блин, а кто-нибудь любит там, не знаю, это не мой случай, но, например, да, там, не знаю, кто-нибудь любит ездить, не знаю, там, в соседние города и там, не знаю, чувствовать себя туристом, поехали, да, или там кто-нибудь любит, ну, сейчас я очень придумываю, там, не знаю, кайтсерфинг. И и мне кажется, что искать specifically для, ну, как бы, ну, возможно, изначально искать это немножко глупо для этого. То есть я ищу друзей только для театра, ну, это, конечно, тупо. Но если немножечко разделять, м, что какие-то друзья у меня для определенных занятий, и, и вот так там тоже в этих приложениях можно написать. Ну, я конкретно знаю два, причем одним я не пользовалась, Бамблом я не пользовалась. И во втором я сидела очень мало. Ну, там можно написать, типа, я хочу ездить, там, не знаю, каждые выходные в горы, ищу себе для этого, ну, как бы, компанию. И все. И ты понимаешь, что, в принципе, это уже может точка соприкосновения быть. Ну вот, ну, дальше, как мы сказали, инструкцию переслушайте, ценности, а, общие какие-то общие интересы и ощущение себя в этом, комфортно ли вам ВКонтакте, или мы опять залазим в приложение, или ищем себе как-то еще друзей.
У меня максимум был опыт, когда я знакомилась онлайн. Это когда либо я находила, либо кто-то как-то со мной связывался в Инстаграм. Наверное, да, только в Инстаграм, наверное, так было. И потом предлагали встретиться вживую. Я так познакомилась с девочками из Казахстана. И приложениями никогда не пользовалась. Поэтому очень интересно. Мгм. Нужно попробовать. Да, мгм. Я думаю, что м, кринж от того, что мы это сделаем, будет меньше, чем радость, когда мы встретим каких-то клевых людей. Вот. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и снова пожалеть. Ай, social проект. Да, не говори. Но я думаю, что на этом мы потихонечку будем заканчивать. Спасибо вам большое за ваши вопросы, за ваши комментарии. И если у вас есть какие-то темы, на которые вы хотите поговорить, пожалуйста, пишите в комментариях на любой платформе, мы всегда читаем все. И я бы хотела сказать большое спасибо моей соведущей Галхар, это было очень классно, легко, тепло. И я надеюсь, вы тоже чувствуете это и улыбаетесь вместе со мной, когда мы слушаем Галхар. В общем, И когда мы слушаем Жибек, конечно. спасибо. В общем, до связи, до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока. Спасибо.